друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Вьетнама, город Да Нанг. Но сегодня мы приехали с вами в Хой Ан, чтобы покататься вот на этих круглых лодочках, а также посмотреть сам город. Поэтому серия небольших выпусков про Хой Ан будет в этом и следующем выпуске. Поехали! Вызвали такси, едем в Хой Ан. Вот, нам повезло, у нас большая машина такая, вообще классная. Вот, 334 тысячи вьетнамских дон. В общем-то, грубо говоря, мы отбрасываем 3 нуля. Ну, примерно 1000 рублей. Ну, где-то там 1100, да, вот так вот рублей в одну сторону доехать. Едем. Ехать, например, на 40 минут. Короче, поехали. Да, Россия. Вот так вот у меня увезли мама. Куда увезли, в неизвестном направлении. На самом деле просто подъехала девушка, мы хотели пойти пешком, Анка, типа, вам нужен, типа, тур на вот этих коконатах? Я говорю, да. Я говорю, Анка, типа, ехайте за мной. Я говорю, пойдемте, Анка, не-не-не, вы сначала садитесь одна, я отвезу туда на точку, а потом я за вами вернусь и вас тоже отвезу. Ну окей. Я надеюсь, я их правильно поняла. Маму меня увезли, я стою, жду. Теперь, чтобы давно вернулись. Я не знаю, куда увезли маму, вернуться ли за мной. А то может быть в рабство. Мы доехали, все нормально, все хорошо. Она жива, она на месте, в рабство не забрали. Вот, заплатили и будем сейчас кататься. Все, мы поплыли. Прикольно. Здесь их много-много. Да. А сейчас группа приезжала. Они раскачивали, крутили. Да? Я думаю, все, если так будет, я прям... Вон, веселые едут. Ага. Ну, у нас индивидуальная поездка, поэтому нам будет просто комфортно и хорошо. Из групповые, там на перегонки друг с другом. Угу. Ужас. Вот, ну, то есть, как бы, здесь стоимость варьируется везде. Примерно там от 100 вьетнамских до 200. Вот. Ну, нас довезли, нас привезли, поэтому да. Я ей была готова заплатить. В общем-то, мы ехали там, где было 150, но в итоге я заплатила по 200. Вот, но нас довезли, да, ничего страшного. Быстренько довезли, да, с таким ветерком. Я первый раз каталась на этом мопеде. Мне было так страшно на него садиться, но зато прокатилась с ветерком, аккуратненько, прям лавировала. Ой, молодец. Ой, нас сейчас фотографировали, я поставляю сюда фотографии, и в этот момент начал наклоняться очень сильно в воду, и я сижу, думаю, телефон. Да, и главное, не в телефоне, а там же все заснято. Да. Вся жизнь во Вьетнаме. Прикольно. Прикольное занятие такое, конечно. Покататься. Вот развлекаловка для туристов называется. Вот развлекаловка для туристов. Молодцы, они придумали. С этим. Да, даунтаун. Хаунтаун. Всему теперь мы плывем в заросли.
вон, ага. Это как раз заросли вот. Интересно, если глубоко. Но дна не видно, просто еще вода такая мутная. Окей, вот. Окей, coconut. Коконат как раз. Вот он. Тот самый кокос. Вот они, видишь, в воде. О, прикольно. Окей. Класс. Cool. Вот, смотри, кокосик маленький. Класс. А там еще наши крабики, и можно крабиков ловить. Крабиков вот там затаились, крабиков пытаются поймать. Как их много, как их много. Ай-яй-яй. Веселые все. Я бы так не смогла бы высадиться. Мне было бы стрёмно. Такие сразу разные голоса, песни. За доплату можете песню спеть какую-нибудь. Ищем крабиков. О, ай, был, я видела. Вон он. О, рыбак получается. Сейчас будет забрасывать сети. One, two, three, wow! Cool. Окей. Yeah. Оу. Предлагает вот так вот покрутиться и не. No. Ой, ужас какой. Не. Так. Смотрим крабика. Окей. Ой май гад. Крабик. Да какой большой. One more? О май гад. Не хочет. Ням-ням-ням. Уже улов у нас 3. Это не то, что как бы наш ужин. Ну, конечно же, их отпустим, если все их отпускают. Да, интересно. Крабика подпустили и возвращаемся теперь назад. На станции, в общем-то, здесь везде очень много. Где можно остановиться и взять, покататься на лодочке. Нам делали фотографии. Одна фотография, напечатанная вот такая красивая, будет стоить 100 местных денежек. И вот так вот красиво упаковывают. Класс. То есть на наши деньги 30-50 рублей. Ой, возвращаемся обратно к дороге. Расскажи, как тебе кататься? Мне очень понравилось.
Но на самом Очень. деле интересно, такой экспириенс, я сказала, Развлечение да. такое, они молодцы, придумали. В общем-то, да, реку использовать как туристический объект. И здесь так много народу, все веселятся. Танцуют, все, да, поют, развлекаются. Крутятся, но нереально, нереально. У нас, Нет. конечно, лайтово было, но Но мы мне это попросили, понравилось, чтобы у да. нас было лайтово, никаких вот этих самокруток. Мы за это заплатили. Да, я говорю, пожалуйста, не надо, да, не надо. Я говорю, у меня сердце слабое, не надо, не надо. А так вот, в общем-то, здесь вот кафешек на берегу, когда ты идешь, и здесь очень много, я думаю, что каждый практически предлагает тебе Да, прокатиться да, да. на этих лодочках. Да, да. В общем-то, не обязательно покупать, что-то заранее можно так приехать на место, просто пройтись по улице и взять Вас себе вот тут эту же лодочку. встретят, проводят, прокатят И все выведут. будет, да, все будет отлично. Уже летают. Давайте птенчиков Просят, увидели, дайте дядя. покушать, вон. Чисто такая вот деревушка, не очень большая, так поняла, рыбацкая. Скорее всего, в какие-то времена вообще была, видимо, только рыбацкая. А вот, ну прям вот деревня, как у бабушки на деревне, только во Вьетнаме. И, скорее всего, они это придумали именно потому, что это у них... Да, видимо, закончилось. А так, вон, видите, сети, дождевики практически в каждом доме. Так что вот закидывал рыбак сеть. А вот, видимо, привозят сюда большие автобусы, покупают туры. Вызвали такси, а теперь мы едем до старого города. Вот. Мы, кстати, забронировали на одну ночь отель, чтобы вот здесь подольше побыть. Вот. Поэтому сейчас доедем до старого города, погуляем по старому городу, потом планируем заселяться в отель, а вечером очень хотим посмотреть вот на то, чем знаменит еще Хойан. Это вот фонарики на воде, как так это называется. Ну, в общем, традиция, когда они запускают, вот загорается много фонариков, и они запускают фонарики на воду. В общем, тоже хотим вот вечером сегодня посмотреть. Так что планируем много-много всего походить, погулять, посмотреть и показать какой-нибудь новый отельчик. Да, кофе. Ой, ну, в общем, много-много всего. Мы доехали до центра. В общем-то, фактически здесь начинается старый город. Но более какой такой оживленный, да. В общем, много всего посмотреть, будем ходить смотреть. Идем по улочке, но если я правильно поняла навигатор, нам идти прямо, и, в общем-то, основные какие-то достопримечательности будут именно там. Ну, пройдемся, посмотрим. Это рынок? Да, рынок, да, походу. По навигатору написано, что это рынок одежды, а чуть дальше, типа, здесь, типа, ткани, наверное, одежда, а чуть дальше рынок еще один должен быть. Ткани, наверное, пошивочные в основном. А здесь, оказывается, они могут по любой модели вам шить любое платье, костюм, все, что хотите. Вы можете приехать со своей картинкой, ее показать, и вам все сошьют из любой ткани, которую вы выберете. Единственное, что, конечно, что надо приезжать на большее количество дней, чем на 2 дня. То есть у нас всего лишь 1 ночь, 2 дня, и по факту мы чисто таким набегом. Но вот, что здесь такая фишка есть. Ну, это прям вообще потрясающе. Такие ткани здесь шикарные. Кстати, вот фонарики. А дальше мы переходим, уже пошла одежда, которая продается, видимо, одежда. Если бы знаешь, что здесь так можно, что здесь такая огромнейшая пошивочная, скажем так, фабрика, я вот с удовольствием приехала бы в Хойан на большее количество дней и заказала бы себе какой-нибудь костюмчик и себе, и маме, потому что здесь, конечно, потрясающий выбор тканей. И поверьте мне, по цене это выйдет гораздо дешевле, чем где-либо у нас. Просто. Так что лайфхак, приезжайте в Хойан и шейте себе шикарные костюмы. Да, у них здесь просто модели. И главное, ниточка к ниточке. Строчки ровненькие. Я вот сейчас посмотрела, невероятно. Какая-то достопримечательность пагода. Нужно купить будет билет, чтобы в нее попасть. Мы пока просто смотрим вот так вот внешне, чтобы понять, хотим мы заходить или нет. Прочитали, что это такое. Здесь получается пагода, которая была посвящена 108 китайским купцам, которые были несправедливо убиты военными чиновниками династии Мингуин в 1851 году. Решили свернуть. Это здесь очень много кожаных магазинов. Да, которые тоже будут все шить. Да. Твоей ноге, твоей верхней. Мы зашли, когда вот там, где вот нас высадил таксист на углу, мы там зашли. Правда, там цены в долларах, но... Да.
Но знаменито, отойди, пожалуйста, там едет. А Хойан знаменит вот этими своими фонариками, которые как раз вечерами везде по городу зажигаются, очень красиво, антуражно выглядит, и запускают их в воду. В общем-то, что мы тоже хотим посмотреть вечером. Очень многие отсюда везут эти фонарики. Вот спа. Ну вот спа, кстати, спа поприличнее уже выглядит. Сувениры. Платьица. Интересно, такая улочка. Фонарики, фонарики, фонарики. А вот, смотри, тоже нарисованы такие вот картины, либо из этого, из бамбука. И цен нет, поэтому, наверное, надо спрашивать. Нарисованная больше нравится. Угу. То есть цены надо спрашивать. Практически нигде они вот так вот не указаны. Интересная улочка. Много всяких прикольных товаров. И в целом здесь недорого, потому что мы сейчас купили сыну моей крестной майки, в общем-то, по той же самой цене, по которой можно их было купить на рынке. Вот, по 100 вьетнамских донг, то есть 350 рублей. Ну, я считаю, что прям, ну, грубо говоря, вообще ни о чем. Нормально. Да, да, вполне, вполне. Увидели много жемчуга, решили посмотреть. Какой он здесь интересный. Он очень похож на натуральный, и он холодный. Он холодный. Угу. А мне кажется, по-моему, как раз он и должен быть холодный. Он не должен быть теплый. Он должен быть холодный и принимать температуру тела, когда ты его надеваешь. Открыла себе помощник по распознаванию жемчуга. Ну, как бы, все-таки мы не специалисты. Вот. А как распознать искусственный жемчуг от настоящего? И как только я прочитала, взяла жемчужинку в руки, начала ее осматривать и понимаю, что она просто покрыта перламутром, а внутри там то ли воск, то ли еще какая-то фигня. Ну, в общем, не натуральный, не натуральный. Обувь, пойдем посмотрим обувь. Мы здесь кроссовки. По стоимости они примерно как у нас. 1 миллион 150 она предлагает. 3,5. Ну, даже 4 больше, 4000 рублей. Мне кажется, Adidas у нас может за 4000. Нет, разве нельзя купить? Они такие хорошие, Adidas, и у них по... Ну, просто вопрос, Adidas ли здесь, а не Abibas? Ну, я могу сказать, что здесь шьется спортивная одежда. И обувь, да. Рекомендуют, в общем-то, здесь Покупать. Здесь вот он, как раз мы на рынок вышли. Да, мы как раз вышли с тобой на рынок. Рыба, креветки. Класс. и яйки. Да, здесь много всего. Специи различные. Это что? Это... Это цинамон? Ну? А, Но мы здесь купили кофе дешевле, чем купили в Дананге. В Дананге мы купили кофе с кокосом молотый по 175 за одну упаковку, торговались. А здесь она нам продала за 100 одну упаковку. Класс. В общем-то, я сказала, здесь даже рыночек подешевле будет, чем рынок в Дананге. Имейте это в виду. Мирных, да, лавок. Но здесь совсем у них нет торговли, потому что людей никого нет. Они готовы там цены сбрасывать. Когда уходишь, они там тебе уже за 50 готовы отдать, только возьми. Вот сейчас конфеты, я спрашиваю, сколько стоят конфеты с кокосом. Она говорит, типа 120. Но если вы возьмете больше, больше одной, я вам сделаю скидку. Я говорю, ну спасибо, за 120 я брать не буду. В магазине они стоят где-то по 60, где-то по 70. Вот. Мне кажется, за 50 отдать. Вот. В общем-то, мы начали уходить. Она говорит, я готова за 70. Окей. 80, 70, 60. Да, идем, понимаем, что, наверное, что-то мы проголодались.
Вот. Но также заметили, что Хояна такая все-таки больше, Да, вот смотри, вот видишь, они у них все пошивочные. Вот Да. выставлены модели, которые и могут можно пошить. спокойно шить из любой ткани. Вот, Хуяна вообще, если Дананг еще можно русскую речь услышать, то в Хуяне вообще русскую речь практически невозможно Но они услышать. по-английски везде хорошо. Да. Да, что-то мне поесть хочется, перекусить. Массаж. Ну, массаж здесь это дорого. Ну да, но он здесь и дорогой, 320 уже стоит. Ну, Массаж за ног. приличный это. За приличный салон. Да. А вот здесь супчик можно съесть. Ну, как-то... Здесь не радует есть, согласна. Вот такие сумочки необычные. Люсечкины Да. воды. Вышли мы с базара. Не можем мы пойти на базар и чего-то не купить. Вот. Понакупили всяких сувениров, потратили денег. Счастливые и довольные, идем дальше. А вот цены на супчики здесь достаточно высокие. В кафешках от 90 местных денег. При условии, что, в общем-то, их можно спокойно купить за 50, 60, 70. Ну, где-то в менее туристических местах. Кафешку. Здесь курица делается вот так вот. Много-много сидит местных. Порция с маленькой курицей, с большой курицей. С этим, наверное, с крыльями. Ну, короче, различные. А это супчики. И напитки. Ну, кстати, эта сцена, вот эта сцена мне нравится. Судя по всему, это какое-то прям знаменитое кафе. Сюда прям группками привозят, и приходят. Вот. Ну и мы такие тут сидим, ждем свою еду, не знаю, что заказали. Принесли первое блюдо, это, так поняла, свинина с макарошками. Нужно с этим соусом перемешать, и будет вкусно. Второе блюдо, это даже рисовая кашка с курицей. Что я могу сказать? Было вкусно и недорого. За 80 тысяч вьетнамских дong, то есть получается 80, ну, грубо говоря, 80 мы умножаем на 4. Вообще на 3,5. Ну, 300 рублей. Ну, окей, 350 рублей. А так получается даже меньше, там, не суть. Мы очень плотненько, хорошо поели. Нам очень до вечера, да, и было и вкусно, и, ну, я бы сказала, очень даже неплохо и недорого. А здесь что-то покупаешь один, плюс, шоколад. Да, дом шоколада. Возможно, шоколад. Покупаешь 5 и одна в подарок. Теперь, я думаю, нам, наверное, стоит, я даже не знаю, стоит ли нам проехаться, еще прогуляться, или всегда поехать уже до отеля, доехать, заселиться, подумать. Кофейня. Я даже вижу, там вон кофе продают. А еще здесь все пьют кофе. Та самая любовь, какашечки. Робуста, арабика, мока. А это вьетнамский натуральный кофе. Цены на кофе в зависимости от граммовки. Уже можно выпить кофе. Купили себе кофе. Здесь же нам его помололи. Вот, и мы взяли, вон она идет, и взяли попробовать два кофе. Один чисто вьетнамский кофе. Вот, нам приносят. Ага. Окей. Thank you very much. Вот, один вьетнамский чистый кофе, вот такой вот. И один, получается, кофе типа как латте вьетнамское, только оно, получается, идет с обычным молоком и со сгущенкой. Попробуем. Я попросила его сделать холодным, потому что душновато очень. Вот какое оно вкусное. Попробуй. Как мороженка. Фашист.
прекрасной кофейной ноте мы сделаем паузу, потому что видео получается как обычно большим, а у нас еще целый день впереди. Продолжим с вами дальше прогулку по Хояну, но уже в новом выпуске. А на этом с вами прощаемся. Как обычно, желаем крепчайшего здоровья И хорошего настроения, потому что хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока-пока. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернет.